Привет, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим такую тему. В чем он вам никогда не признается, да? В чем мужчина боится признаться вам, а возможно даже самому себе. Давайте смотреть. Задумайте мужчину, загадайте. Чем лучше задумаете, тем больше вероятности, что это ваш расклад. Кто вы в этих отношениях? Кто он в этих отношениях? Ну, смотрите, как интересно так. Смотрите. Прикроем мы Луну. Перевернем Луну наверное, все-таки и перевернем Королеву Пентаклей, потому что откровенные тут карты, чтобы нас YouTube не наказал. Ну, смотрите, кто вы в этих отношениях? Вы Королева Пентаклей. Вы девушка уже взрослая. И неважно, возраст у вас, да, уже как бы за 30, как говорится, или состояние души. Вы определились, вы знаете, чего вы хотите от жизни. Вы знаете, что от этой жизни хотите получить, да? Вы как бы знаете, что хотите отношений серьезных, хотите отношений без непонятностей, да, без непонятностей, без непонятно чего. Есть желание быть рядом с этим человеком, есть желание общаться. Есть желание спокойных отношений, да. Есть желание, чтобы все было стабильно. Двойка, да, двойка, четверка. То есть вы хотите не так, как в прошлом, да. Вы стали более спокойной, более цельной. Возможно, приняли себя. Знаете свои плюсы и минусы. Свое тело, свой возраст, свое прошлое. Вы хотите быть с этим человеком, знаете, вот потому что вам хочется, да, потому что вам хочется, потому что он вас привлекает. И хотите все по-серьезному. Вы не устали от каких-то мужчин-однодневок. Вы хотите, чтобы эти отношения были. У мужчины же, наоборот, у мужчины Луна. Луна и карта справедливости. То есть мужчина сам не знает, чего он хочет. Мужчина сам, знаете, сам не знает, что будет дальше. Очень много сомнений у него по отношению к вам и вообще по отношению к вашим отношениям, скажем так. Можете написать имя своего мужчины, можете поставить смайлик, сердечко, цветочек, написать комментарий. Можете написать «принимаю», если видео понравилось и хотите, чтобы проигралось. Тут получается, знаете, что, возможно, человек незрелый, возможно, человек неуверенный в себе, не определившийся. Вы в его глазах императрица. Он может думать о вас как очень яркой, привлекательной, но в это же время непростой женщиной, да, сильнее, чем он, опытнее, чем он. Ну, сильнее в чем, да, в общем-то, по характеру, возможно, как бы из-за этого он и тянется к вам, и одновременно пугается, да, вот карта императрица. Ах, какая женщина. Таких, как она, я знаю мало. Таких, как она, ну, знаете, уже не делают, да. И у меня никогда не было такой. И мне страшно. А потяну я ее. А будем ли мы вместе, да? Смогу ли я? А нужны ли мне такие серьезные отношения? Ей надо по-серьезному. Тут мужчина, знаете, боится этих отношений. Пытается для себя понять, насколько вообще для него отношения эти безопасны. Вы ему интересны, но ему страшно, скажем так. Что же между вами? Давайте смотреть. Ну, а между вами какая-то недосказанность по семерке мечей. Возможно, он вам в чем-то наврал. И сейчас это правда, знаете, сейчас боится, что это вылезет наружу. Понимаете? То ли еще что-то. А в чем, если наврал? О чем наврал? Ну, наврал о себе. О том, что он более значимый, чем есть на самом деле. О том, что у него, возможно, более устойчивое материальное положение, чем есть на самом деле. То есть красовался, пытался понравиться. А теперь есть шанс, что все это вылезет наружу. И ему страшно. Потому что, знаете, возможно, когда вы начинали встречаться, ну, ничего серьезного
как бы он не думал. А теперь, знаете, в голове, а не слишком серьезно ли она настроена, а справлюсь ли я с такими отношениями. А сейчас она узнает то, чего не должна знать, и все. И я окажусь в дурацком положении. Давайте посмотрим, что у него в мыслях. Что у него в мыслях. Нет, ну тут вы ему по-прежнему очень нравитесь. По-прежнему очень нравитесь, но очень все сложно. Непонятно, что теперь делать. Я хочу быть с ней. Я хочу, чтобы она была моей. И я хочу, чтобы между нами очень сильное притяжение. Но вы знаете, он пока не знает, что ему делать. Он не знает, как удержать вас. Он боится, что вот эти вот проблемы, что то, что он вам наврал, может как-то отразиться на ваших отношениях. Да, она мне нравится, но я сам до конца не понимаю, что делать с этими чувствами. Очень много препятствий. И вообще, захочет ли она быть со мной, если она узнает, что вообще все не так, как есть на самом деле. Что в чувствах? Но ему хочется удержать вас возле себя. Ой, карты падают сами. Ему важно быть для вас вот этим, знаете, вот он не зря наврал, да, потому что ему очень важно было для вас быть вот этим героем, героем, на которого вы можете опереться, героем, то есть когда героем, на которого вы будете смотреть, ну, раскрыв рот, не раскрыв рот, ну, вы девушка цельная, вас надо было чем-то поразить, удивить, тут может быть разница в возрасте, он может быть моложе вас, да. Он хотел внимания, хотел тепла, хотел романтики, но при этом он не был готов брать на себя вот эту взрослую ответственность, да, за эти отношения. И теперь, возможно, знаете, отношения зашли дальше, чем он думал. Вы ему больше нравитесь, чем вы, как бы, знаете, чем изначально, да, вы ему больше нравитесь, ему хочется большего. Но вот теперь вот этот обман, который был в самом начале, он стоит между вами. И он понял, что вы такой человек, что обмана, возможно, вы не простите. То есть вы человек, который, ну, яркая, самодостаточная, теплая женщина. То есть вы взрослая женщина. И вы не красовались перед ним, вы там не пытались ему, в отличие от него, пустить пыль в глаза. Вы такая, какая есть. А вот что сделать со своим вот этим вот багажом, да, по семерке, он теперь не знает. Боится, что все вылезет наружу. Но ему очень хочется, чтобы эти отношения продолжались. Ему очень хочется, чтобы вы были вместе. На самом деле, да, вот он влип больше, чем думал. Если тут и сексуальное влечение, и вообще, в принципе, вы ему, он понял, что он искал такую, как вы, всю жизнь. Вот она, императрица. Когда отношения как бы стали более теплыми, он понял, что он влюбился. Давайте же посмотрим, что в чем же он боится вам признаться. Что это? В чем он боится признаться вам? Ну да, что он не король пентаклей, а паж, да, что он еще, возможно, в начале карьеры, возможно, в начале какого-то, знаете, ну, я не знаю, это все равно, что быть продавцом грубо в магазине, ну, грубо говоря, да, выдавая себя за его хозяина. Ну, вот как-то так. В чем он боится вам признаться? В том, что он совсем не тот, за кого он себя выдавал. В том, что вы нужны ему гораздо больше, чем он думал вначале. В том, что он теперь не знает, как будет дальше. Да, он очень жалеет, что так произошло. И, может быть, и хотел бы рассказать всю правду о себе. А в чем заключается эта правда?
Тут постоянно падает какая-то дорога. У кого-то может быть, знаете, какая ситуация, что мужчина командировочный, приехал, уехал, уехал, приехал. И ваши отношения он рассматривал как легкую интрижку, но влюбился. Отношения теперь подвисли. В чем не признается. На глазах были розовые очки. У кого-то мужчина даже окажется, извините, женатым. Такое тоже может быть, особенно вот если командировочный или женат, или были, или есть еще какие-то отношения. И он теперь не знает, как вам об этом сказать, потому что выбрал вас, грубо говоря, да, но не знает, что будет, если правда вылезет наружу. Ну и у многих финансово. Финансово он совсем не то, что он вам рассказывал. И он теперь боится потерять контроль над ситуацией. Боится потерять контроль над самим собой. Поэтому внешне он может казаться очень таким отстраненным. Чего же он хочет от вас? Давайте посмотрим. Чего он от вас хочет? Ну, чтобы вы были с ним. Чтобы вы были с ним, чтобы вы его, если вдруг правда вылезет наружу, да, не прогнали. Чтобы вы все-таки поняли, почему он так поступил. А расскажет ли он вам? То, что скрывает. Нет, скорее всего, не расскажет. А если у него на данный момент другая женщина? Девочки, ну, есть тут другая женщина на данный момент. С ней все очень плохо, все как бы очень неоднозначно. Скоро ситуация прояснится. То есть тут действительно у кого-то могут быть официальные или неофициальные незавершенные отношения. У кого-то может быть... А что у него по финансам? Давайте посмотрим. Потому что у нас как бы две ветки вылезло. Что у него по финансам? Ага. И у кого-то были большие проблемы с финансами. Возможно, есть кредиты, возможно, есть долги. И это он тоже пытается от вас скрыть. То есть все не так радужно, как он вам рассказывал. А любит ли он вас все-таки? Да? Ну, все мы люди, все мы делаем ошибки. А любит ли он вас? Да, любит. Да, любит, но как бы вот есть любовь, есть желание как быть вместе. Паш кубка, ну Паш не король, понимаете? То есть тут как бы страсть есть, любовь есть, но все это незрелое, все это какое-то, да, вот, ну вот наврал и наврал, да, вот захотел, чтобы она была со мной и захотел. Теперь она со мной, и я понимаю, что я не знаю, что мне с этим делать, да. Я боюсь, что она меня на порог не пустит, если узнает о моих тайнах. А отказаться от вас он не может уже, да, ему хочется быть вместе с вами. С одной стороны, он думает, а справлюсь ли я с такой женщиной? Не ошибусь ли я снова? Она оттолкнет меня, да? А что же я буду делать? Я хочу быть очень с ней. А что делать дальше, я не понимаю. Понимаете? То есть и тут вот он как маленький ребенок. И, возможно, тут ложь на ложь. Знаете, вот как-то наслаивается, и ему очень страшно рассказать вам правду. А отношения, вот, возможно, все серьезнее и серьезнее, и он понимает, что он хочет быть дальше с вами. И как, вот, знаете, эту всю ношу нести дальше, он не понимает. Он все время находится в страхе разоблачения. Вот она, вот правда вылезет наружу, и что будет. Ну вот как-то так. Пишите, какой у вас мужчина, потому что действительно есть любовь. Но мне кажется, что тут мужчина младший, он запутался, и он не знает, как теперь рассказать.
ту правду, о которой он наврал, да, как рассказать вам, что происходит на самом деле. А я вам говорю всего хорошего. Пока-пока. До новой встречи.